1395 год. Где-то в высокой башне за витражным окном сидит принцесса. Она смотрит на прекрасный пейзаж. Изумрудные луга, величественные леса, сияющее солнце, и вздыхает. Потому что она не имеет права даже выйти из этой башни без разрешения, а уж тем более решить, хочет ли она сидеть здесь или нет. Она дочь короля, а значит, ее жизнь расписана заранее. 14 лет замуж, в 15 первый ребенок. Дальше еще дюжина, потому что родовое дерево само себя не продолжит. Ее не спрашивают, хочет ли она рожать каждый год. Ее вообще ни о чем и не спрашивают. Единственный выбор, который она делает сама, это в каком углу башни ей сегодня плакать. Из окна веет свежий воздух. Но никакого свежего воздуха у нее под платьем нет. Гигиена – это для бедняков, которые могут себе позволить прыгнуть в речку. Она моется редко, потому что горячую воду нужно греть. А зачем это делать, если можно просто сбрызнуть с себя розовой водой и надеяться, что все умрут быстрее, чем почувствуют твой запах? Болезни – это отдельная история. И если принцесса заболеет, у нее есть два варианта. Первый вариант – послушать монаха, который скажет, что это кара небесная, и посоветует усерднее молиться. И второй вариант – послушать лекаря, который выпишет кровопускание, компресс из гусиного жира и волшебное зелье из сушеных лягушек. А если болезнь серьезная, тут уж как Господь решит. Рядом сидит придворная дама и расчесывает принцессе волосы. Расческа – это, конечно, хорошо, но ушам в ее голове она явно не страшна. С улицы доносятся звуки труб. Народ радуется очередному турниру, где рыцари будут бить друг другу морды во имя дамы сердца. Только вот ее сердце никому не интересно. Она снова смотрит в окно. Мир прекрасен, но не для нее, ведь она принцесса. Жена, мать, пешка в политических играх. И если ее жизнь – это сказка, то явно не та, где можно сбежать в лес и жить с 7 веселыми гномами. Хотите ощутить себя средневековой принцессой, но без вшей, кровопускания и принудительного брака? Тогда добро пожаловать в замок Чоха. Здесь атмосфера 13 века, готические залы, витражные окна. Здесь нет ужасов средневековья, зато есть горячая вода, мягкие кровати и нулевая вероятность чумы. А еще здесь полная свобода. Хотите сидеть у окна и грустить? Пожалуйста. Хотите просто сбежать в лес? Вас не остановят. Но обо всем по порядку. В общем, вот в таком чудесном, старинном, как из романов, замке мы поселились. Надеемся, здесь не живут те, кого мы не видим. Кстати, здесь очень много туристов приходят осмотреть замок и уходят, а мы здесь живем. Может быть, даже некоторые думают, что привидения – это мы, потому что мы уходим со своими вещами, выходим уже без вещей, то есть обитатели замка. Ну ладно, сейчас мы вам расскажем и покажем все остальное. Официальное строительство Чохи началось примерно в 1241 году чешским королем Вацлавом I, который хотел надежную защиту, ведь мало ли кто решит навестить его земли без приглашения. Строили крепость, как водится, быстро и без лишних сантиментов. Каменщики работали и день, и ночь, но если кто-то падал в ров, никто его не вытаскивал. Камень, известь, немного крови, и получалась прочная кладка.
Говорят, что для укрепления стен в фундамент замка замуровали младенца. Это было популярное суеверие Средневековья, мол, дух невинного ребенка защитит крепость. Но ребенок, похоже, не очень-то хотел брать на себя эту работу, потому что спустя несколько веков замок несколько раз горел, его осаждали, а владельцы замка менялись с завидной регулярностью. В XIV веке замок перешел к роду фон Ностиц, которые владели им аж до XVIII века. У этих ребят были деньги, поэтому Чоху превратили из военной крепости в аристократическую резиденцию. Появились шикарные залы, массивные кровати с балдахинами и, конечно, скрытые комнаты. Кто-то говорит, что их использовали для хранения золота, но если случайно открыть не ту дверь, можно было найти не сундук с богатствами, а чей-то давно забытый скелет. В XIX веке замок купил миллионер Эрнст фон Гюльзен. Он начал масштабную реконструкцию, но кажется, что-то пошло не так, потому что вскоре после этого его род загадочным образом угас. Совпадение? Может быть. Во время Второй мировой войны замок использовался как центр обучения немецких разведчиков. Говорят, что тут изучали не только шифры и секретные операции, но и оккультные науки. После войны замок Чоха перешел в руки польских властей и долгое время использовался как санаторий. Правда, отдыхать там никто особо не хотел. В замке постоянно происходили странные вещи. В зеркалах видели фигуры, по коридорам раздавались шаги, а некоторые гости пропадали в таинственных переходах. Сегодня Чоха – это популярная туристическая достопримечательность. Но если приглядеться к его стенам, можно заметить, они как будто улыбаются, потому что знают, кто-то из посетителей точно уедет сюда с ощущением, что он забыл в замке нечто важное, а возможно даже свою душу. Очень много туристов в замке, мешают снимать, поэтому мы сейчас едем в Гёрлиц, Сгожелец. Мы тут были недавно. Это город, который разделен на две страны, Польшу и Германию. Едем туда, а потом вечером вернемся опять сюда. И здесь мы будем сами. И будут страшные истории из этого замка. Все. А сейчас в Гёрлиц, он же Сгожелец. Мы здесь были ровно 2 месяца назад. Мы были здесь 9 января. Я хорошо запомнила, потому что у одного человека в этот день был день рождения. А сегодня 8 марта. И 8 марта мы опять здесь, в городе Сгожелец, с польской стороны, и Гёрлиц с немецкой. Когда мы здесь были перед этим, здесь шел снег, была метель. А сегодня такая чудесная погода. Птицы поют. Музыка играет, и люди ходят. Когда мы здесь были 9 числа января, здесь вообще никого не было. Давным-давно в славном саксонском городе Гёрлиц жил-был охранник. Работа у него была ответственная – следить за пожарной безопасностью. Но был у этого доблестного стража один маленький недостаток. Он обожал поспать. Причем не просто подремать на посту, а так, чтобы сны были сладкими, а храп разносился по всей округе. И вот однажды ночью, когда город спокойно спал, а наш герой дремал в своей уютной сторожке, случилось страшное – пожар. Пламя бушевало, люди носились с ведрами, паника, хаос, но только не у нашего охранника. Он безмятежно храпел, даже когда языки пламени уже лизали его сторожку. Когда пожар наконец-то потушили, а ущерб подсчитали, горожане пришли в ярость. «Кто же должен был поднять тревогу?» – кричали они. А этот, который сейчас сладко спит.
Разбудить его, кстати, оказалось непросто. Пришлось трясти, брызгать водой и даже звать бабку-знахарку с ее травяными настоями. Но когда он все же проснулся и лениво потер глаза, народ ему приготовил наказание в лучших традициях Средневековья. «Раз ты так любишь спать и не открывать рот, когда это нужно, мы сделаем так, чтобы ты больше никогда не смог закрыть его», – постановил городской совет. И что же они сделали? Замуровали бедолагу в стену, но не просто так, а с изюминкой. Его голова осталась торчать снаружи. И чтобы не расслаблялся, горожане наложили на него вечное заклятие. Раз в минуту его рот будет открываться и закрываться, будто он хочет что-то сказать. С тех пор голова этого печального охранника все еще смотрит на город с башни. Не верите? Приезжайте в Гёрлиц. Ну все, возвращаемся в Польшу из Германии и едем к нам в замок. Ведь у нас там еще ужин и парочка страшных легенд. Итак, замок Чоха. Он очень старый. Очень. Настолько, что если бы он мог говорить, то, скорее всего, предпочел бы молчать, чтобы не травмировать слабонервных. За свою долгую жизнь он видел столько предательств, смертей и ужасных историй, что любой современный хоррор на его фоне – детская сказка. Зайдя внутрь, вы сразу почувствуете особую атмосферу. Это не уют средневекового дома, где пахнет свежим хлебом и свечами. Нет, здесь пахнет тайнами, спрятанными трупами и слегка несбывшимися мечтами бывших владельцев. Легенды говорят, что в одной из стен замка замурована женщина. Возможно, даже не одна. Однажды местный хозяин решил, что его жена слишком часто заглядывается на других мужчин. В Средневековье бракоразводный процесс был довольно дорогим, поэтому он нашел более бюджетное решение. Просто велел замуровать ее в стену. Крики ее, конечно, заглушили, но стены, они ведь все помнят. Теперь, если вдруг в замке ночью раздается странный шепот, это не сквозняк. Это она хочет спросить: «А ты живой?» Говорят, что в Чохе есть потайные ходы. Ими пользовались шпионы, любовники и люди, которые просто не хотели быть найденными. Некоторые коридоры заканчиваются тупиком. Или не тупиком, а просто бездной, в которую попали неугодные. Если вы случайно увидите в стене странный выступающий камень, лучше не трогайте его. Иначе у вас будет шанс узнать, сколько метров вниз падает человек, прежде чем перестает кричать. Крепостной колодец – это тоже не просто колодец. В него сбрасывали всех, кто знал слишком много. Однажды туда бросили молодую девушку. Она отказалась выйти замуж за старого и богатого лорда. Ее последний крик заглушил плеск воды. А на следующее утро вода стала слегка мутной. Теперь, если в замке ночью у кого-то пересыхает в горле, они не рискуют пить из этого колодца. Ну а самое страшное – это зеркала. Некоторые гости утверждают, что видели в отражении не себя, а кого-то другого. Кто-то считает, что это призраки прошлых владельцев, кто-то, что это их собственные души, но уже осознавшие, что из этого замка не так-то просто выбраться. Так что если вам когда-нибудь захочется почувствовать на себе настоящий средневековый ужас, приезжайте в Чоху. Здесь не нужны актеры и спецэффекты. Замок сам расскажет вам свою историю. Главное, чтобы она не стала последней, которую вы услышите.
Возвращаемся мы из Польши в Прагу. Как вдруг на пути гордость Северной Чехии, величественный и неприступный замок Фридланд. Подходим к воротам, уже предвкушая, сейчас разыграем сцену средневековой хроники. Расскажем о дворянских интригах, снимем видео, проникнемся духом истории, а ворота на замке. Не в переносном смысле, а в самом, что ни на есть буквальном. Замок Фридланд закрыт до апреля. В средние века такое было бы просто немыслимо. Нет-нет, замки, конечно, запирали от разбойников и от врагов, но чтобы закрыть от гостей, которые хотят всего лишь отдать дань истории и пару евро за билет, это уж, простите, нонсенс. Где старинный привратник, который сурово смотрит из бойницы и говорит: «Кто идет?» Где возможность пробраться через потайной ход, заплатив провожатому пару серебряных грошей? Нет, теперь у ворот лишь унылая табличка: «Закрыто, ждем вас весной». И что остается? Смотреть на замок снаружи и представлять, какие истории он мог бы нам рассказать. Ну что ж, подождем. Хотя в душе моей звучал голос средневековой принцессы: в мои времена такого безобразия не было. Ну что ж, вернемся в апреле.